Кстати, в Сантьяго можно очень много встретить бруталистских, модернистских зданий. И, безусловно, это связано с тем, что этот стиль архитектуры был популярен в 20 веке. Но, кроме того, это и связано с тем, что требовалось доступное и дешевое жилье. И как раз этот стиль очень соответствует этим критериям. Ну и мы можем даже немножко вспомнить влияние советское и времена Альенде. Но я бы не сказал, что это что-то действительно серьезное и внушительное было в архитектуре, я имею в виду как раз конструктивизм. А так достаточно интересно, в принципе, здесь погулять, потому что сейчас э, в северной части планеты весна, а здесь осень, здесь листья падают, хотя мне повезло с погодой, сегодня солнечно, просто потрясающе, достаточно тепло, но, конечно, ночью температура очень сильно опускается. У меня не так уж и много времени, как обычно, в этом городе, и завтра у меня очень ранний рейс в Атакаму, но я постараюсь обойти максимум, что только возможно, чтобы показать, что здесь есть. Друзья, а это у нас оружейная площадь, это главная площадь Сантьяго и главная площадь страны. Она такая уютная, компактная. Тут вот есть такой фонтанчик небольшой. И все вот в таких пальмах, деревьях. Кстати, здесь есть интересный музей до чилийского и до колумбовского периода. И здесь очень много вот как раз таких экспонатов, разных статуэток, разных произведений из меди, металла и тому подобное. Но проблема то, что там вообще нельзя снимать, ну, как мне сказал охранник. Вот. Но я видел, что люди все равно достают телефоны и там снимают. Поэтому, если вам интересна такая культура, то, конечно же, стоит туда прийти. Сантьяго-де-Чили расположен в большой долине между Андами и чилийской прибрежной кордильерой, что во многом определяет его климат, планировку и ощущение пространства. Это столица и крупнейший центр Чили. В столичном регионе живет около 7,4 миллиона человек, почти 40% населения страны. Город был основан испанцами в 1541 году у реки Мапочо и постепенно формировался вокруг Пляса де Армас, главной площади исторического центра. В архитектуре Сантьяго хорошо видны разные эпохи. Колониальная планировка, неоклассические фасады, модернистские и бруталистские здания 20 века, жилые кварталы массовой застройки и современные деловые башни. За один день весь город не раскрыть, но можно увидеть его главный контраст – старый испанский центр, плотную латиноамериканскую столицу и Анды, которые задают этому месту особый масштаб. Кстати, этот флагшток просто гигантских размеров, потому что высота его около 61 метра, а размеры флага 18 на 27. И он сделан из специального нейлона, который похож на корабельный и выдерживает очень сильный ветер. Ну и сейчас, конечно, ветра нет, но даже так нужно оценить, насколько он большой. Так, друзья, а это здание довольно интересное, у него интересная история. Это сейчас музей про Габриэлу Мистрель. Изначально это было здание такое современное, модернистское, которое было построено еще при Сальвадоре Альенде.
Но в 1973 году, когда захватили власть Пиночет и его команда, скажем так, военная, они превратили это в центр власти режима. И сейчас это такое здание с тяжелой историей, которое совмещает в себе разные периоды истории. Так, чтобы завершить день замечательно, обязательно стоит еще прокатиться на фуникулере и на канатной дороге. Вот тут находится фуникулер. Можно подняться там 200 метров вверх, а потом еще и прокатиться на канатной дороге. Но я выбрал только канатную дорогу. Тут подниматься на фуникулере 2 секунды, поэтому я посчитал лучше пройтись и дальше поеду на канатной дороге. Сейчас 5 утра, это значит, что у меня перелет в северную часть Чили, то есть город Калама. Там находится пустыня Атакама, и могу сказать, что я не поклонник просыпаться в 3 утра и тому подобное, но из-за того, что время достаточно ограничено и рейс еще переносили, пришлось лететь так рано. Калама – это один из самых засушливых городов в мире. Он находится на высоте примерно 2250 метров. И выпадает здесь около 6,8 миллиметров осадков в год. То есть настолько мало. И можно сказать, что это такой не туристический город. В основном этот город связан с добычей меди, но и это также является и воротами в пустыню Атакаму, потому что здесь находится аэропорт, и сюда прилетает очень много туристов, которые хотят посетить пустыню и ее достопримечательности, чем мы и займемся. Так, это у нас центральная площадь города и, собственно говоря, вот эта церковь. И она на самом деле небольшая, но очень уютная, симпатичная. Тут есть рынок. И нужно быть немножко осторожным, потому что тут всякие подозрительные элементы по городу тоже гуляют и не дремлют. Даже вот мне в рентале сказали в аэропорту, что нужно держаться осторожно всяких таких мест, потому что могут выбить окно и забрать все вещи. Поэтому вот так. Я уже в Сан-Педро-де-Атакама. Это такой небольшой городочек. Тут всего лишь 11 тысяч жителей. Он такой весь из каких-то глиняных стен, соломы и веток. Ну, конечно, есть и современное здание, но такой очень компактный. Тут такие дороги не очень. Но вообще дороги между городами довольно неплохие. То есть можно очень быстро ехать и добраться чуть больше часа от предыдущего города сюда. Что можно делать в Сан-Педро-де-Атакама? Конечно же, в первую очередь посетить Лунную долину, такой парк, где расположены разные вот такие формации, в том числе, как и это называется три Марии, то есть похоже на 3 статуи Марии, насколько я понимаю. И несколько других.
Ну, я бы не сказал, что это большой парк, тут можно на машине очень быстро все объездить, но есть дорожки, где нужно ходить там час и больше. Вот. А на весь парк это где-то 5-6 часов нужно потратить, чтобы если еще и ходить по всем тропам. Кстати, центральная улица Сан-Педро-де-Атакама довольно живая. Тут много туристов и много местных туристов, ну и европейцев. И здесь можно, в принципе, купить сувениры, пойти попробовать чилийские напитки, посидеть в ресторане, ну и тому подобное. Друзья, сегодня я встал в 3 утра, чтобы поехать в парк Эль-Татио. Вот. Это парк, где расположены гейзеры, и они активны утром или поздно вечером. Почему так? Потому что из-за разницы в температурах, а в пустыне здесь опускается температура, минимум был 8 градусов, минус 8, а днем это около 32 сейчас. И ночью, там, где я ночевал, то есть Сан-Педро-де-Атакама, это было около 10 градусов. То есть достаточно серьезная разница, и поэтому вот происходят такие процессы там. И тут тоже парк платный, нужно ехать на машине, и дороги не очень, конечно. Тут куча запретов, куча ограничений, то нельзя, это нельзя. В общем, надо ходить гуськом или ездить, нужно придерживаться всех правил. В общем, везде за тобой следят. И сейчас мы пойдем к этим гейзерам, вернее, поедем. Вот так. Конечно, холодно на улице, капец. Конечно, это выглядит впечатляюще. Видите, какой пар идет вообще. И оно так немножко извергается, или как это правильно назвать. Но людей тут прилично. Территория не такая уж и большая, но машин много. И все ходят и смотрят эти гейзеры. Лагуна Чакса — это самое известное место в Чили, где можно наблюдать несколько видов фламинго сразу.
Здесь обитают 3 вида, и они в основном питаются всяческими маленькими организмами, то есть микрожизнью. И также можно сказать, что это соленое озеро, то есть вот это все белое, это соль. И оно, конечно же, впечатляет, потому что выглядит это просто классно. Кроме того, здесь долина и вокруг высокие горы. Поэтому, когда вы едете по дороге к этому озеру, это еще больше завораживает. Ну и можно добавить, что эта лагуна находится на высоте 2300 метров. Так, в общем, вот это все. Вот тут оно легко отламывается. Вот это соль. Даже попробую. Соленая. Ну, тут еще какие-то минералы, какая-то что-то еще есть, в общем, но это все абсолютно соль. И, наверное, тут дешевая соль, я думаю, дешево покупать. Иногда самые сильные места ничего не объясняют, они просто молчат. И в этой тишине, среди соли, гор и пустыни, Чили заставляет остановиться и хотя бы на минуту подумать о чем-то большем, чем просто дорога. Если вам понравилось это путешествие, поставьте лайк и подпишитесь на канал, а в следующем видео мы отправимся еще дальше, на остров Пасхи.